Привет, это Рэй и Рёка. Что, вроде говорят, надо сценарий писать к таким видео. Нет? Ты что, «Звездные войны» посмотрела? Да не похожа на своих родителей, господи! Ты уже в другой кофте? Ты вроде еще 3 до этого мерила. Здравствуйте, дорогие зрители. Всем привет, это Рэй. И Рёка. Наконец-то мы снимаем видео для канала, и это внезапно итоги года. Но мы могем. 2015 подошел к концу. И мы решили рассказать вам все, что натворили за этот год. Все? Что, прямо все? Так получилось, что наш год начался с пингвина. В конце 2014 года мы решили провести новогоднюю фотосессию Аски и Рэй, но внезапно возник пингвин, нам ударило в голову его сшить, и поэтому фотосессия перенеслась на начало января. Мы сшили его где-то неделю, сходили с ума и делали это все под песню Джона Бон Джови, поэтому он теперь ассоциируется у нас с этим пингвином. Год начался с пингвина и Бон Джови. Что-то ты какая-то непраздничная. На себя посмотри. Новогодний костюм Аски я делала еще в 2011 году, но тут наконец-то закончила какие-то детали, и мы его отсняли. Кроме этого, мы взяли с собой Лоли костюмы, и я также взяла школьную форму Рэй, поэтому у нас была такая составная фотосессия с несколькими костюмами. Очень насыщенная, несколько часов, сколько там, ночь целую фоткались. Фотосессия получилась очень атмосферной, праздничной, продуманной. Мы делали эскизы предварительные. В общем, у нас редко бывают такие праздничные фотосессии, так что было классно. А еще в последний час мы решили снимать новогоднее видео, это было очень экстремально, мы сходили с ума, и администраторы, наверное, я не знаю, была в шоке. Я не знаю, что они о нас подумали, мы колотили в дверь, и она приходила, спрашивала, все ли у нас нормально. Оставшееся время в январе и весь февраль мы готовили костюмы Харли и Джокера по артам на Flutter. Изначально мы задумывали их в прошлом году, нас пригласили на фестиваль, и мы готовились к нему, но в итоге он отменился. В результате мы решили подготовить их на Чебифест, который проходил в феврале, и там была тема стимпанк, что нам подходило, но мы немножко не успели, и поэтому уже в марте в Уфе мы выступили наконец-то с этими образами. Фестиваль Анимал. Что мы там к марту подобрались? Да. Жарко уже, жарко, в марте жарко. Это наши самые детальные и сложные костюмы за этот год. Кроме того, до этого мы ни разу не выступали в парном дефиле, то есть это было наше первое парное дефиле, и мы внезапно взяли первое место, чему мы были очень удивлены и рады. И вообще в этом году решили пуститься во все тяжкие по парным выступлениям, фотосессиям. Достали друг друга вообще за этот год, ненавидим уже всех. Что ты врешь? Ты любишь меня? Любишь? Это уже мой 5-й костюм Харли. Кто-нибудь остановите меня! Это что? Новый фанарт? Новый костюм Харли? Хочу, такой классный! И этот человек после второго костюма женщины-кошки говорит: мне, может, хватит уже? Может, пора завязывать с кошкой? То достало уже всех. Ага. В апреле мы провели фотосессию в аквастудии. На самом деле это был фотосет Пикси, но я подмазалась в Роук. Это были наши прошлогодние костюмы. Это была моя мечта. Я уже давно мечтала о фотосессии с водой, и у нас до этого не было опыта, но результат получился вполне неплохой. То, что мы поняли после этого фотосета, нам очень нужен профессиональный поливальщик. У нас открыта вакансия, если кто желает. Мы стояли и говорим Хидеки, только не на лицо. Плескай куда угодно, только не на лицо. И, конечно же, все летит на лицо, и мы уже просто и глаза открыть не можем. Так что половина фотографий у меня вот точно с закрытыми глазами. Это была дымно-водная фотосессия. Вначале мы дымили, а потом мы мочили. Звучит как-то не так. Май был для нас очень насыщенным. Мы получили целых 2 приглашения. Одно из них в Румынию, в Бухарест,
и другое в Санкт-Петербург на Комик-кон. В Румынию мы подготовили новые образы. Это Эйл и Анна. Я давно уговаривала Рэй, давай с косплеем их, они такие классные, необычные, несмотря на то, что не очень популярные персонажи, прямо решили поностальгировать. Также я сделала костюм Эльзы, и в итоге повезла Эльзу и Анну. Собственно, ну Анна немножко... Анна уже не та. Ну, неважно. Я повезла Бель, и очень удачно так получилось, что мы съездили в крепость Рышнов, и там потрясающая локация, очень-очень подходила для Бель, такая своеобразная деревушка. И там я сделала фотографию на том же месте, где стояла Яя Хан. Мы постоянно путешествуем, бываем в тех местах, где бывала она, но так и не можем пересечься. Яя, где ты? Мы найдем тебя. Очень забавно ездить в Европу, потому что там если ты едешь в Румынию, ты общаешься не исключительно с румынцами, а буквально с людьми со всей Европы, и не только Европы. Снова встретили Рейку, а также косплеера Канамы. Там же была и Юджин Фэй из Таиланда. В общем, у нас были очень интернациональные встречи и застолья, это было довольно забавно. Кроме того, там же мы встретились с ребятами из Москвы, из Украины, в частности, со Старохиме, с Пуговкой, с Мацу, косплейная солянка со всего мира. Кроссовер косплееров. После того, как мы вернулись из Румынии, у нас были ровно сутки, чтобы пересесть на поезд и отправиться на Комик-кон в Питере. Это было безумие просто, и мы везли другие образы. Мы туда повезли Харли и Плюща, и Рокс Пикси. У нас есть видеоотчет с этого фестиваля, так что можете посмотреть отдельно. А также мы снимали видео, где Рог забирает у всех силу. Тоже смотрите отдельно у нас на канале. В начале и в конце июня мы провели 2 фотосессии Эйла и Анны. Эйл, что-то на тебе сегодня не так много макияжа, как обычно. Что-то ты бледноват. Давно в салоне не был, загар спал. Зеленый? Один из них мы провели в городе с цветущими яблонями днем и потом дождались ночи. А на второй фотосет мы поехали в заповедник за городом специально, потому что там было классное дерево. Около него мы фотографировали Алису в прошлом году, и в этот раз решили, что оно очень подходит как дерево темного мира для Эйлы и Анны. Фотосессии получились классными, атмосферными, но очень сложными в воплощении, с гримом, руки в гриме, лицо в гриме, всякие атрибуты. Ну, пришлось идти 40 минут по лесу, понимаете, по лесу, а мы зеленые. В июле я наконец-то воплотила свою мечту с фотосессией женщины-кошки на крыше в самом центре. Это была середина июля, но почему-то выдался очень холодный день. Пошел противный моросящий дождь, я вся промокла. Ребята стояли в пальто и тоже мерзли. Такие суровые у нас июли на Урале. Приезжайте к нам, если хотите экстрима. Лёша, почему все так? Почему все так? Женщина и кошка. В конце июля мы провели фотосессию Харли и Джокера наконец-то. Это был очень тяжелый фотосет. Мы поехали в другой город. Мы собирались очень долго, несколько часов. И когда мы приехали на место, пошел дождь. Мы мерзли. Нам приходилось лазить по заводу на каблуках. У нас фотосессия затянулась на 7 часов. Вроде бы и эскизы подготовили, и все продумали, но тем не менее было очень сложно. И кадров в результате получилось хороших не так много, но что-то есть и уже радует. Мы стараемся быть на позитиве и позитивно относиться к жизни. Есть 2 кадра с фотосессии 7 часов, и отлично. Нет, я на это не согласна, я на такое не подписывалась. Где твой реквизит, Джокера? Вот мой реквизит, Джокер. Дайте, помогу. Танцуйте. Август был тоже очень насыщенным.
месяцем в плане фестивалей. Сперва мы готовили парные выступления Эйлы и Анны на нашу Азию Бриз. И опять же внезапно взяли приз от жюри и зрителей. Это действительно было внезапно. Мы вообще ушли с награждения. Мы даже не надеялись ни на что. Ну, вдвойне приятно. В 2008 году мы косплеили Sailor Moon. А сейчас что? 2015 год на дворе, а мы косплеим Sailor Moon! Ничего не меняется. Я не с ним. Чтобы не расслабляться, во второй день я решила пойти с дефиле в Белли. Это, пожалуй, было самое удачное мое выступление за год. В течение нескольких лет нас приглашали на фестиваль Siberia Otaku Saiten. И в этом году мы, наконец, решили пропустить летний анимал, потому что хватит... Сколько можно ездить в Уфу и приехать на фестиваль в Барнаул. Это было очень необычно и интересно для нас, потому что на этом фестивале живо много из того, что уже вымирает на остальных фестивалях, столичных и уральских. Например, там было довольно много сценок, что уже считается необычным, живы косплей по аниме, очень много выступлений и Поющие, танцующие парни. да, это просто взорвало нам мозг, потому что такого не часто. Многие говорили, что это самый плохой фестиваль из серии фестивалей СОС, но тем не менее для нас он был очень позитивным, приятным и ностальгическим, так что очень интересно посмотреть, как фестиваль проходит в Томске и в Новосибирске. Ждем приглашения. Также мы провели конференцию, которая затянулась чуть ли не на 2-3 часа, но тем не менее людей пришло довольно много, и они участвовали в обсуждении, были активными, и получилось очень интересно. А еще самое классное, что я нашла Гамбита совсем случайно, и мы с ним сделали супер мини-фотосет, но это получилось так классно. Боже, ура! Я нашла Гамбита! Случайно убила его. И в конце месяца у нас в Екатеринбурге проводилось еще 2 фестиваля, Киберфест и Екон. Мы хотели посетить оба, но, к сожалению, у нас уже не было сил, и мы пошли только на Киберфестиваль. Было интересно посмотреть на то, что сделают ребята в нашем родном городе. Он проходил в большом экспоцентре. Мы сделали новый выход Харли и Джокера. Я давно хотела поставить дефиле под музыку Spice Girls, и наконец-то мы это воплотили. Видеоотчет о Киберфесте смотрите отдельно, и также мы сняли небольшой видеокосплей, тоже можете посмотреть его на нашем канале. Там костюмы во всей красе. Сентябрь оказался тоже довольно насыщенным месяцем. В самом начале был всего один теплый день, и я наконец-то доделала свой костюм Роук из Дикой Земли. Значит, он был еще год назад, но как-то дело не шло. Мы поехали за город, долго искали место. У нас оставалось всего пара часов с солнцем. Было все как-то не очень спланировано и подготовлено, но пара кадров неплохих вышло. В этом году мы получили еще одно неожиданное приглашение за границу, в город Палермо в Италии, поэтому подготовка проходила в большой спешке, но мы даже как-то успели сшить новые костюмы. Первый день мы взяли с собой костюмы попроще, Алисы и Дюймовочки. Во второй день мы ходили в костюме Джокера и Харли, и эти 2 дня стояло ужасное жарище. Больше 30 градусов. Но в последний день, когда мы надели более открытые костюмы, как раз похолодало, дул ветер, и, в общем, было все не очень удачно. Мы как раз надели новые костюмы. Я переделала костюм Жасмин, и Рёга сделала еще один небольшой костюм Роук. Я хотела сделать костюм Ариэль, но сделала снова Роук. Сделала костюм Элтона Джона. Первый день фестиваля удалось сделать небольшой фотосет с Дюймовочкой. Он как-то прошел очень быстро и легко, и фотографии получились замечательными, на мой взгляд. И после фестиваля мы уже отдельно выезжали. Я фотосетила Роук, опять из Дикой Земли. Это был еще один фотосет с водой. Для меня это было огромное счастье, потому что я так мечтала, и у меня 2 фотосессии с водой за год.
Это было очень круто. И не просто с водой, это был фотосет на море. Это вообще на море, в другой стране. В этот же день мы проводили фотосессию «Жасмин». Было очень тяжело, 2 фотосессии в день, и я уже отчаялась, но с нами были 2 замечательных человека, которые нам очень помогли и показали потрясающую локацию для «Жасмин». Она очень подходила, там был красивый парк, поэтому в темпе я надела костюм, накрасилась, и нам удалось буквально тоже за последние пару часов до закрытия этого сада сделать несколько снимков. Мне очень посчастливилось встретить парня, который все время косплеит диснеевских принцев, и, по-моему, только диснеевских. И сам шьет своим принцессам наряды. И мне удалось сделать с ним пару кадров с Жасмин, я тоже очень рада, это необычно для меня. Если хотите узнать все подробности, смотрите наш видеоотчет в 2 частях из Палермо. Там есть уникальные кадры с русалочкой на песке. Да, мы все-таки сделали видео-косплей с русалочкой, так что посмотрите. Обязательно. В октябре мы готовились к Юкону. Получился такой внезапный, незапланированный проект DC против Marvel. Эта идея у меня возникла еще в 2014 году, когда мы выступали с командой по X-менам. Но один участник решил воплотить эту идею в этом году. Собственно, я присоединилась, и вот так получилось собрать команду в течение месяца. Это последнего сопротивлялась, но они все равно затащили меня в проект. Нам не хватало одного участника, Рэй как раз шила женщину-кошку из DC, и удачно сложилось. Для кого-то удачно, а я на первой же репетиции подвернула ногу и хромала следующие 2 недели. Она меня так любит. Она весь год подворачивает себе ноги, ломает пальцы. На фестивале мы взяли приз тематика фестиваля, оно было «Противостояние». А также я выступала в одиночном дефиле с капитаном Амелией. Так решила тряхнуть стариной. Как раз таки я готовила ее к октябрьскому фотосету, но нагрянули холода и как-то не сложилось. Амелия взяла номинацию «Анимация», что было опять неожиданно. Мы опять ушли с награждения. На самом деле это классно, когда нет каких-то завышенных ожиданий, когда делаешь просто в удовольствие. Творите в свое удовольствие и не надейтесь особо на какие-то места, и тогда награда будет слаще. Вот действительно в этом году у нас как-то все так неожиданно получилось. Я раз и навсегда уяснила, что 2 костюма за день надевать на фест я больше не хочу, потому что это очень тяжело. Я просто в этой суматохе забыла дома половину костюма Амелии, это было просто эпично. Опять же, если вы хотите знать всю подноготную с гримерки, смотрите наш видеоотчет. А что мы делали в декабре? В декабре? Он вообще был? Год получился очень насыщенным, особенно на поездки. 8 поездок, точнее 8 фестивалей. Мы перешли немного на другой формат, больше работаем с видео. Сценок у нас не было ни одной в этом году. Это первый раз, когда у нас за год ни одной сценки, но минимум 2 у нас точно еще будет. Что касается канала, мы хотим продолжить рубрику «Это со мной сделал косплей», также видеоотчеты с поездок, фотосессий и воплотить наконец-то то, что мы хотели еще в начале 2015-го, рассказывать про каждый проект, почему мы выбрали персонажа, как проходила подготовка. К сожалению, в этом году не хватило времени. Планы на косплей мы выдавать не будем, потому что они у нас часто меняются в зависимости от ситуации, в зависимости от поездок. Мы, кстати, всегда рады поехать на любые российские фестивали, так что пишите нам, приглашайте. Мы планируем и очень хотим снимать побольше видео-косплея, но пока у нас трудности с музыкой, нам нужны каверы на... Короче, нам нужны каверы. Нам нужна музыка! Есть таланты, есть. Обращайтесь в личку. Знаю, что вы есть. Я тебя вижу. В целом год был очень стрессовый, постоянно смена планов, такой неровный получился. Не сказать, что плохой или хороший, в чем-то продуктивный, прокачали какие-то скиллы, что-то наснимали, но в то же время не так много костюмов. Делали много того, что не планировали, а то, что планировали. Такой непредсказуемый. Да. Посмотрим, что принесет нам 2016 и что мы принесем ему, вам.
Что вам принести в 2016 году? Да, пишите в комментариях, что вам принести. Какой косплей вас Чё, ждете? они сейчас там разойдутся, ведь придется им приносить. Мы ничего не обещаем. Мы ничего не обещаем, но вы пишите, да. Что касается русского косплея, в этом году мы заметили, что не так много эпичных костюмов, то ли нам эти фэндомы не очень интересны. Заметили, что многие возят по разным городам одни и те же костюмы. Очень часто. Очень часто, и даже это происходит в столицах, то есть в столицах очень много разных фестивалей, и одни и те же костюмы встречаются почти на каждом. Заметили также, началась погоня за модой, то есть если какой-то персонаж в тренде, появится 100-500 косплееров, которые хотят сделать его первее, и неважно лучше, то есть не лучше всех остальных, а первее, что очень сказывается на качестве. Еще одна тенденция — это сексуализация образов, даже если персонаж не должен быть сексуальным, появляются открытые декольте или какие-то открытые шортики, и люди стали показывать не столько персонажа, Выпускайте вы свой отдельный плейбой, просто все это очень смешалось. И многие начали воспринимать косплей, особенно девушек в косплее, как сексуальные образы и ничего больше. То есть, извиняюсь, если нет сисек, значит косплей не удался. Это реальные комментарии во многих пабликах, что очень печалит. Пен-Пен заплакал. Не могу особо как-то выделить у себя одного персонажа в этом году, но, наверное, это будет Харли, потому что именно ее костюм и парик — это новые какие-то навыки, что-то прокачала, так что пусть будет Харли. У меня, наверное, будет Жасмин, потому что столько времени она планировалась, наконец-то случилось. И тоже прокачала навыки в париках, меня тоже это очень радует. Ну и осталось дождаться Аладдина. Ты уже нашла себе Аладдина в Палермо? Мне мало, я хочу еще одного. Она хочет еще одного Аладдина. А Джафара тебе не надо? Теперь мне нужен принц. По атмосфере мне нравится наш новогодний фотосет, а по результату, наверное, Эйл и Анна, но еще могу сказать Року Море, потому что, блин, это море! Тоже соглашусь, что фотосессия новогодняя была очень классная. Мы были расслаблены, что бывает довольно редко. У нас многое было подготовлено. Мы сделали практически все кадры, которые запланировали. Плюс я сделала, наконец, фотографию с Рэй. Ну и отмечу, наверное, фотосессию Пикси и Роук. Впервые в аква-студии, новый опыт, было интересно, забавно, и практически все фотографии оттуда мне очень нравятся. Любимое фото, наверное, все-таки Эйл и Анна у дерева, потому что это такой классный момент был в мультике, где они малыши и такие запуганные, единственные в своем роде остались, и очень классно, так атмосферно получилось это воплотить. Хоть мы и не маленькие, но вообще мне очень нравится эта фотография. Я уже упоминала про фотографию с Рэй в школьной форме, которую давно хотела сделать. Конечно, она выглядит очень простой, но этим она мне тоже очень нравится, получилась такой четкой, красивой. Еще выделю, очень мне нравится фотография с Пикси, опять же в аква-студии, она моя любимая, она получилась такая одна, единственный кадр, больше таких кадров не было, и на нем эмоции, которые изображают, наверное, все, что я вообще когда-нибудь хотела выдать в эмоциях на фотографии. Меня никто не понимает, но мне нравится. Для меня лучшим фестом, наверное, был все-таки СОС в Барнауле, потому что именно по эмоциям он самый приятный. Было классно. Я выделю, наверное, петербургский комик-кон, он был очень масштабным. Встретили много людей, с которыми давно не виделись, и было очень много классных косплееров, особенно на контрасте с Румынией. Мне на ум приходит первое, это Майли или Милли, честно говоря, не знаю, как правильно произносится ее имя. В общем, девочка, которая скосплеила Мелоди, это, блин, меня поразил этот косплей, она так похожа, и наконец-то ребенка накрасили, сделали парик, красивое платье, и с Ариэль, и с Эриком. Мне очень понравился этот фотосет. Я, наверное, выделю русских ребят с Санкт-Петербургского, опять же, комик-кона, которые
сделали прекрасных Базз Лайтера и его напарницу. Они действительно впечатлили, и вблизи Крафт выглядел офигенно. Также из русских хочу выделить Адельхайд. Мне очень понравился ее фотосет. Персонаж Джури Хан из Street Fighter. Очень разнообразный фотосет, причем фон один, но отыгранные эмоции, интересные позы, красивые фотографии, прямо очень впечатлил. Я внезапно, неожиданно для себя полюбила поняш. Раньше я не понимала, как можно ими увлекаться, но они же такие классные. Пинки и Флатти рулят. Мой фэндом года — это Рик и Морти, безусловно. Я открыла для себя этот сериал. Меня многие не понимают и смотрят на меня как на сумасшедшую, но он очень классный, он очень качественный. Сумасшедшая. Смиритесь с этим. Там много сайфая. Там есть вообще, если говорить про сериалы в этом году, 2015 год был очень богат на сериалы, и в том числе фантастические сериалы, начиная с Killjoys и... Ну вот, собственно, и такие сериалы я посмотрела в 2015 году. Ты закончила? А теперь я и мой парень Пен хотим поздравить вас с Новым годом от всей души. Это мой парень. Что началось-то? Это мой парень. Ты плохо за ним Мой следишь? парень. Ты не кормишь его. Забирай его тогда себе! В общем, дорогие друзья, подписчики, хейтеры, все, кто следит за нашим творчеством, поздравляем вас с праздниками. Желаем в 2016-м много творчества, креатива, здоровья, позитива. Пусть русский косплей будет на вершине, и будьте молодцами. Пишите в комментариях, как вам наше творчество в этом году, что бы вы хотели от нас увидеть, что вам понравилось, что не нравится. Какие видео вам больше всего нравятся у нас на канале и чего побольше вы бы хотели увидеть в следующем году. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Нет, не пишите это в комментариях. Я знаю, вы что-нибудь плохое напишите. Пишите, все пишите. Счастья вам, удачи и вообще всего офигенного. Пен любит вас! И мы тоже!